Всем привет! Сегодня я покажу, как связать вот такой простейший нежный узор, которым я вяжу свою кофточку. Вяжу я из пряжи Газал Baby Cotton 50 граммах 165 метров. Рекомендуют спицы 3-4, я вяжу спицами 3 миллиметра. Состав здесь 60% хлопок, 40% акрил. И номер цвета у меня 34-32. Такой снежно-белый красивый цвет. Узор очень простой. Кратно в ширину 4 петли и в высоту повторяется 12 рядов. Я для образца набрала 5 раппортов, 20 петель плюс 2 кромочные петли. Давайте провяжем этот узор. Прежде чем начать вязать первый ряд, я рекомендую провязать ряда 4 лицевой гладью. Я также делала после резинки на своей кофточке. И начинаем вязать раппорт. Первый ряд начинается так: кромочную снимаю, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой петлей, вот так за переднюю стенку. Я вяжу петли классическими, поэтому они всегда у меня лежат передней стенкой. Если бабушкиными вяжете, придется разворачивать. 2 вместе и лицевая петля. Вот это раппорт 4 петли. Так повторяем: накид, лицевая, 2 вместе лицевой, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой, лицевая, накид я делаю от себя, лицевая, 2 вместе лицевой, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой, лицевая петля. Второй ряд все петли изнаночные. И провязываем все петли, в том числе накиды, вот так за переднюю стенку, чтобы образовалось отверстие. Если делаете накид не от себя, а к себе, то провязываете его за заднюю стенку. Главное, чтобы образовалось отверстие в месте провязывания накида. Так, это 2 ряда. Дальше 3, 4, 5 и 6 ряды вяжем лицевой гладью. Если вы вяжете по кругу этот узор, то соответственно и второй ряд тоже вяжется лицевыми петлями, и по 6 ряд вяжете лицевыми петлями. Если вяжете поворотными, как вязала я, то 3, 5 лицевыми петлями, 4, 6 изнаночными петлями. Я сейчас провяжу. Я вот провязала сейчас 3 ряд, еще 4, 5, 6 лицевой гладью провяжу и подключусь. И 7 ряд. Кромочную снимаю. Дальше 2 вместе лицевой, также за переднюю стенку, 1 лицевая, накид, 1 лицевая. Повторяем. 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой,
1 лицевая, накид, 1 лицевая. Восьмой ряд, все петли изнаночные, и также не забываем провязывать накид так, чтобы образовалось отверстие. Я сейчас этот ряд довяжу и на своем изделии покажу, как еще просто запомнить этот узор, когда делаете какие-то убавления, то есть идет смещение узора. Так, сначала дальше, значит, я провязала 8 рядов, то есть они получаются, вот эти отверстия, в шахматном порядке потом. Дальше 9, 10, 11, 12 лицевая гладь, то есть также. И дальше повторяется все с первого ряда. Еще что? Что я рекомендую сделать? Для того, чтобы вот как у меня сейчас в образце, накид вот здесь не был прямо возле кромочной петли, я рекомендую провязывать до начала вязания пару петель после кромочной лицевыми, вот как у меня здесь, и в конце добавлять по парочке лицевых петель, чтобы накид не был возле кромочной петли. Дальше, вот когда мы здесь у меня сейчас я вот так разверну, пока у меня все в таком виде. Вот полочка. Здесь у меня и пройма вывязывалась, то есть шло смещение узора. И V-образно, так, сейчас вот так поменьше сделаем. И V-образная горловина. Тоже идет смещение узора. И как запомнить, где именно начинать, чтобы не считать раппорт. Вот смотрите, сейчас я покажу. Так, вот так. В первом ряду, когда мы вязали накид лицевая, 2 вместе лицевая. Вот там, где 2 вместе, они всегда начинаются. Сейчас покажу. У меня здесь лицевые ряды не провязаны, но я думаю, понятно. В первом ряду 2 вместе всегда будет, начиная над накидом предыдущего ряда с накидами. Вот так. А в 7 ряду 2 вместе будет со следующей петли после накида 2 вместе. Вот так проще будет считать, так как здесь всего лишь 4 ряда. Я делала, по крайней мере, так, чтобы не ошибиться, не сместить вот эти вот отверстия. Я лично запомнила так. Думаю, понятно. Если вдруг что-то непонятно, пожалуйста, спрашивайте. Я думаю, здесь вопросов не возникнет, так как узор очень-очень простой. Я желаю вам приятного вязания, всего самого наилучшего и до новых встреч в моих новых видео.